скоростной железной дороги. Из леса выходит пожилой человек с рюкзаком. Он подходит к окошку. Здравствуйте, будьте добры, один билет до Москвы. У меня обед. Что, простите? У меня обед, мужчина, вы не видите? А сколько у вас продлится? Через 10 минут подходите. Ну, у меня поезд через 5 минут. Мужчина! Ну вас же тут много, а я тут одна. Я что, не могу поесть? Я что, не могу в туалет отойти? Я должна жопу рвать за 8000. Ну вы же здесь. Жопа, у вас все в порядке, а у меня последняя электричка. Не хамите, мужчина! Наглухо закрывает окно. К платформе подходит поезд. И aviation. Пожилой человек стоит растерянно какое-то время в окошко кассы. Смотрит на часы. Окошко кассы открывается. А что ж вы паровоз-то свой пропустили? Ну вы же мне не продали билет. Так у контролера можно купить. Уж лет 5 как можно. Ты что, с луны свалился, дядя? Обед кончился. Будем покупать билет? Сцена 2. Сбербанк. В отделение Сбербанка взволнованно входит кассирша из первой сцены. Подходит к операционистке. Девушка! 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 У меня только что вырвали из рук карту. Обращайтесь в милицию. Я хочу ее заблокировать. Только по месту, где вы ее заводили. Так они же успеют снять деньги. Женщина, вы в каком районе живете? Бирюлева. Вот приезжайте в ваш район и там оставляйте заявление. А вы не могли бы позвонить, чтобы заблокировать? Женщина, мы такие услуги не оказываем, звоните сами. Ну, у меня просто сотовый разрядился, девушка. Разрядился! Все норовят на халяву. Ну, я вас очень прошу. Ну, будьте человеком. Ну ладно, хоть я не обязана. Давайте паспорт, все равно обед через 5 минут. Номер карты. Я не помню. А контрольное слово вы помните? Какое слово? Операционистка возвращает паспорт. Вот народ, только время зря отнимают. Женщина! Без контрольного слова с вами разговаривать не будут. Смотрит на часы. Тем более уже обед. Охраннику. Коля, проводи посетителя. Сцена 3. Милиция. Операционистка из Сбербанка входит в отделение милиции. Обращается к дежурному. Здравствуйте. У меня неделю назад вырвали сумку на улице, и я зашла узнать, как продвигается следствие. А вы к кому, уважаемый? Следователь. А какой? У нас здесь много следователей. Из 205-й. Его, кажется, Александр зовут. А вы заявление оставляли? Оставляла и преступников описывала. Один такой в розовой рубашке, в черном галстуке, черном Не надо мне этого описывать. Как фамилия следователя? Я не помню, но он мне номер телефона оставил и номер кабинета не запомнил. 205, и зовут его Александр. Не надо мне этого рассказывать. У нас каждый второй Александр. Я что, должен штатное расписание учить? Нет, ну что, не можете по телефону, что ли, позвонить? Гражданка, я на службе, я не должен никуда звонить. Мужчина! Вы куда? Подождите там. Вот видите, за вас чуть посторонний не прошел. Сами позвоните. Ну я же уже здесь. Вам что, трудно трубку, что ли, снять? Так, тише, гражданка. Отойдите на 2 шага. Как вы говорите, Александр? Из 204-й? Из 205-й. Из 205-й. А, так нет, ушел. Нет, ну вы сразу, что ли, сказать не могли? Женщина, я не должен вам ничего говорить. Мы под самой не могу завалены вашими сумками, телефонами, всей этой мелочью. Вы думаете, вы одна такая? У меня в сумке был ноут. Ну рот не надо раздевать на улице. Приходите завтра. Операционистка уходит. Дежурный звонит по телефону. Алло, Санек? Да, это я. Ну все, отбой, да. Да, как договаривались. Бутылка коньяка. Да. Ну все, бывай. Сцена 4. Почта. В районное отделение почты России входит пожилой человек. В отделе приемки стоит очередь из 2 человек. Кассирша и операционистка. Приемщица сосредоточенно штампует конверты. Пожилой человек, минуя очередь, подходит к окошку.
Послушайте, Мужчина, здесь очередь. слушайте, я ничего не отправляю, я по другому поводу. Ну и что? Приемщица молча, как автомат штампует конверты. Послушайте, уведомление... Встаньте в очередь. Какое уведомление? Мужчина, отдел доставки это не ко мне. Мужчина. Я не с вами разговариваю. Вот это мне пришло сегодня... Вот эта карточка мне сегодня пришла по почте. Какая еще карточка? Мужчина, отдел доставки не ко мне. Вам же говорят, что это не сюда. Мужчина. Вы что, русский язык, что ли, не понимаете? Мы тут уже полчаса стоим, тут инвалиды всякие подходят, дома им не сидится, то теперь вы со своими карточками. А у меня ноги больные, причем я не инвалид. Чтобы эту инвалидность получить, нужно быть здоровой, как лошадь. А я вообще с работы отпросилась. Я не с вами разговариваю. Вы послушайте, вот это уведомление мне сегодня пришло по почте, но это другой адрес. Мужчина, отдел доставки это не ко мне. Он глухой, наверное. Ой, Слушайте, я трачу свое время, чтобы... Вы тратите мое время и время людей. Вам же говорят, отдел доставки другая дверь. может, он вообще не знает, где Дверь она. со двора. Вам же объяснять. Там замок висит. Ну, конечно, замок, вторник, у них разгрузка, приходите завтра. Приходите завтра в отдел доставки, не отнимайте у людей. Мужчина, приходите завтра. Ничего не выходит. Симметричную схему придумать. А может, как-то комплементарно? Не примем. Ладно. Достает из кармана пластмассовый китайский пистолет, обращается ко всем. Заткнули все ебала! Воцаряется тишина. Вы обе легли молча! Женщины ложатся на пол. А ты, глаза штампованная, меня слушаешь! Смотреть в глаза! Вот это уведомление мне сегодня пришло по почте. Держит перед носом, приемщица смотрит. Какой адрес там указан? Ты что читать разучилась? Озерковская набережная, дом 2/2. Я проживаю по адресу Озерковская набережная, дом 22/1. Фамилию читай! Не слышу! Агафоновый. Я похож на Агафонову! Ну! Я не знаю, нет! Почему на всех конвертах жирные пятна? Отвечай! Я не знаю, я не почтальон! Так разберись с этим вопросом, угу! Да! А ты опасалась, сестричка? Убирает пистолет. Спокойно. Я так понимаю, инцидент исчерпан? Исчерпан? Да! Вы хоть знаете, что такое фрактал? Я у вас спрашиваю, ребят. Фракталы – это то, что стремится к самоподобию и бесконечности. Это кроны деревьев, это кровеносная система, это снежинки, а самое главное – грибница и мицелий. И, конечно, метастазы. В Сибири обнаружили грибницу, которая распространилась под землей на сотни километров. Их возраст превышает несколько тысяч лет. И тем самым эта грибная масса не имеет каких-либо пространственно-временных ограничений. Но вы спросите меня, тогда почему кроны деревьев, кровеносная система, имеющая структуру фрактала, все-таки конечная? Спрашивайте. Я вижу, вы хорошо усваиваете. Потому что они имеют форму. А грибницы и мицелий форму не имеют, поэтому их бесконечность абсолютна. Но можно ли рассуждать о бесконечности внутри конечной формы? Мы только здесь, у вас, в вашем кластере, обнаружили, что уменьшение фракталов происходит до бесконечности. И с какого-то момента в микромире парадокс Зенон, Ахиллес и черепаха действуют как закон природы. Вы меня понимаете? Я еще нигде во всей вселенной
не встречал такой слаженный, внепространственно-временной организм. Вы являете собой настоящий смысловой фрактал. Это подлинная синергия и гармония. Да пребудет с вами контакт установлен. И даже больше. Удалось установить подлинную близость. Сцена 5. Квартира. Квартира милиционера и приемщицы, которые по странным совпадениям в этой пьесе являются супругами. Милиционер сидит на диване с ноутбуком, приемщица сидит рядом. Далее они будут мужем и женой. В комнате работает телевизор, но его пока не слышно. Что тебе включить? Уши прямо у тебя в руки образовались уже. Что тебе включить? Ты что, глухой? На оба уха, что ли? Родился с легкой дебильностью? Что тебе включить? Ты внятно говори, я не понимаю. Включи мне то, что ты выключил. Грабли свои не распускай тут. Я тебе еще раз повторяю, включи мне то, что ты выключил. Что я выключил? Ну ты что, тупой? Но я не понимаю, о чем ты. А, не понимаешь? Ну включи то, не знаю что. Для тупых, повторяю, включи мне ВКонтакте. Обратно, на место, быстро. Включи мне ВКонтакте. А то что будет? Уже все равно ничего. По-любому. Длинная пауза. Так что тебе включить? Включи мне то, что ты испортил. Я тебе ничего не портил. Я на тебя в суд подам. А, подавай. Может быть, еще милицию вызвать? Дебил. Ты оборзел. Суд разберется, кто оборзел. Я тебе еще раз говорю, включи мне то, что ты выключил. Ноутбук положил на место, ты его не покупал. А, ты его покупал? Ты здесь вообще ничего не покупал. Вор. Что ты сказал, тварь? Что слышал? Говно. Ты меня уже достал со своей работы. Ты ни хера не можешь. Ты даже ВКонтакте включить не можешь. А что это за ноутбук? Что это за система? Я нихуя не понимаю в этой системе. Это Linux, дура. Это лучше, чем Windows. Я просила нормальный ноут. Нормальный ноут, как у всех. Я принес тебе, сука, самый лучший ноут. Ты принес говно какое-то. А тот ноут говно из-за тебя, потому что ты на него пиво пролил. И все. Все пароли тебе, и все в пизду. У тебя голова с мозгами не дружит. Я с тобой разделюсь тебе. Вот тебе твой ноут. Ты что творишь, сука? Отъебись. Ты куда собралась? Отъебись от меня, мне
Мне сегодня надо быть в контакте. Раздается 2 выстрела подряд. Бэнг! Бэнг! Наступает долгожданная тишина и слышно телевизор. После контакта мотоцикла и машин Мерседес вылетел на встречную полосу, где также столкнулся с машинами Део Nexia и Ford Focus. Мотоцикл также вылетел на встречную полосу, где столкнулся с машинами Opel Corsa и Suzuki SX4. В результате аварии пострадали 2 человека. Один был госпитализирован с ушибом грудной клетки, второй лишился правой ноги. Конец. Я согласился на эту работу из-за ненависти. Я ненавидел его как человека, потому что я считаю себя христианином. И я ненавижу не грешника, я ненавижу грех. Когда вы начали жить половой жизнью? Я ненавидел то, что олицетворял собой этот человек. Фанатизм, тупую упертость, слепую убежденность в своей правоте, которая позволяет ему идти и убивать людей. Ради идеи. Ну да, ради идеи всегда есть идеи, все оправдывается идеями. Вся наша цивилизация – это история насилия во имя идей. Значит, вы ненавидели его преступление, но не его самого. Да, я старался изо всех сил, напоминал себе, что я христианин. Как бы вы описали свои отношения с отцом? Пусть не совсем правильный, пусть хожу в церковь только на Рождество и Пасху, и то не всегда, но все-таки. Я пытался его не ненавидеть, пытался его оправдать, представить, что это человек, который заплутал в ядовитом тумане. То есть он как бы не виноват, что он туда попал. Так я его оправдывал, но когда я видел его лицо по телеку, все мои старания шли на смарку. Это было лицом всего ненавистного мне. Фанатизма, экстремизма. Ну да, как я уже сказал, я старался ненавидеть не грешника, а ненавидеть грех. У вас были гомосексуальные связи? И из-за ненависти вы согласились на эту работу. Так точно! До этого я сидел спокойно в отделе международных операций, отвечал за переписку с иностранными конторами, Интерполом и все такое. В общем, когда начальник вызвал меня и спросил, не хотел бы ли я откомандироваться в управление тюрем и помочь им, и объяснил, в чем эта помощь, то я скривился, меня реально перекосило. В буквальном смысле? Ну, конечно, вот так читать письма этого человека, вот уж работка. Нет, спасибо. Вы когда-нибудь в детстве мучили животных? Ну, вы согласились. Да на цензуру писем, которых он получал, отправлял. Я тогда пожалел, что хорошо знаю английский. Он всю переписку вел на английском языке, если писали только не соотечественники. И вот он, я. Ну, вы же могли отказаться. Я скривился, а начальник это увидел и сказал, что это дело добровольное, что не один я у них такой умный. Но я-то понимаю, что если сам начальник управления сказал, не согласитесь ли вы, то это как бы, автоматически подразумевает положительный ответ, если я и дальше хочу строить успешную карьеру в этом управлении. Как часто вы смотрите порно? То есть вы амбициозны? Уже нет. Нет. Да. Понимаю. И вот я скривился, а в следующую секунду я подумал, что
что ненависть, она как и любовь, она должна проявляться через действие. И моя ненависть к греху этого человека, и к этому человеку, что уж там, она не должна ограничиваться тем, что с друзьями я буду называть его уродом и психом, и даже буду отправлять деньги в фонд защиты жертв его теракта. Нет, а вот эта работа, вот эта цензура чтения, перевод писем, это и есть, ну, то реальное действие, которое может уменьшить количество зла в мире. Ну, понимаете? Благородно! Тяжело вам было, а? Да. Когда я приехал в тюрьму и пришел к начальнику тюрьмы, он посмотрел на меня с сочувствием, реально с сочувствием. У вас были серьезные отношения с женщиной с базой? Я-то подумал, что это от того, что мне придется читать письма самого ненавидимого в стране человека. Но нет, казалось, не так. Когда мне привели в комнату, где мне предстояло работать, я увидел огромные кучи писем. Ну, да, мне говорили, писем будет много, но что-то настолько. Да я охренел. Но однако борьба со злом никогда не бывает легкой. Правда? Ну и вы приступили, ну... И я приступил, ну и вот ей нужно было читать все это. Вы когда-нибудь в детстве испытывали проблемы с эякуляцией? В допросах он часто говорил некой международной организации, какой-то международной сети, что службы безопасности серьезно относились к этому вопросу. Если человек совершил теракт такого масштаба, к этому должны относиться серьезно, это же понятно. И я должен был читать все это и переводить, и искать признаки этой организации, слышите? Я переводил не все, но потому что слишком огромная работа, невозможно просто. Я переводил только то, что мне казалось любопытным, то, что могло натолкнуть хоть на какой-то след. И после первого дня работы я напился. Почему? Только так я мог справиться с изумлением. Я был поражен, как же много людей его поддерживают. Это просто невероятно. Это невероятно, как много людей его поддерживают. Я напился и написал в Твиттере: наш мир насквозь болен. Ну только так я мог справиться. Ну там же были другие письма, но... О, да, были. Просто удивительно, как люди знают много грязных словечек, как ловко они складывают их в предложения. Вы практиковали какие-либо виды сексуальных экспериментов с садомазом, например? Ненависти было много, да, особенно в первые дни и потом, когда шел суд, но все-таки писем в сторону его поддержки было гораздо больше. 70% было! Там, конечно, были письма от молоденьких мальчиков и девочек, которые почему-то балдеют от серийных массовых убийц. Были письма от абсолютно странных персонажей, от женщин. От женщин разной степени неудовлетворенности. Но, знаете, большая часть писем была все-таки в сторону его поддержки, его реальных единомышленников, которые считали его дело правым и благородным. И поэтому я напился. От острого чувства потери реальности. Я не мог осознать, что все эти люди живут в одном мире со мной. Вот где-то рядом. Я не мог осознать, в общем, сначала все было тяжело. Со временем боишься? Какое впечатление его письма производили, а? Какое впечатление его письма производили? Все его письма производили впечатление очень умного человека с прекрасным чувством юмора. Знаете, как не печально было мне тоже это поначалу признавать. Он писал сотни ответов. Физически вести такую переписку просто невозможно. Поэтому у него было несколько напечатанных шаблонов, в которые он только вписывал имена тех, кому отвечал. Возникала ли у вас мысль, что вас намеренно игнорируют? Поэтому у него большинство писем было одинакового содержания, но я каждый раз пересматривал все это. Я сотрудник службы безопасности. Я свою работу знаю. Я никогда не манкировал. Там было, конечно, несколько человек, с которыми он вел переписку в реальном смысле этого слова, в настоящем. Вот это я просматривал особенно внимательно, каждое слово. В общем, говорю, сначала было все сложно и утомительно. Со временем тебе полегче стало? Да. Да, когда все перестало быть таким однообразным, когда я примирился со всеми этими посланиями, в которых его называли
истинным героем, восхищались его благородством и мужеством, желали ему сил, здоровья, стойкости. А знаете, особенно меня убивало, когда его благодарили за самопожертвование. Спасибо, говорит, что пожертвовал собой ради нас, писали они. Я просто не мог поверить, что они это серьезно. Когда я в первый день это прочитал, я подумал, это какая-то шутка. Пожертвовал собой? Вашу ж мать, ребята, о чем вы вообще? Этот чувак пошел и убил 70 человек. 70 человек! И сидит теперь живой, здоровенький, где-то в 200 метрах от меня и пишет книжечку о том, как хотел этих убивать людей, как убивал их в тот день. Так кем он там пожертвовал, а? Собой? Я просто не мог поверить, что они это серьезно. В общем, понадобилось время. А первую книгу вы читали? Да, читал. Позднее. Потом, знаете, когда все стало быть таким однообразным, что ли. Как-то началось. А? Я знал. Я знал, что этот вопрос будет, и я заранее попытался сформулировать ответ. Я не знаю. Я не знаю, честно. Знаете, это не было как-то щелк и все изменилось. Нет, знаете, это как-то накапливалось, как-то зрело. Сначала же была ненависть, правильно? О да, и сильная, поверьте. Вы когда-нибудь в детстве наносили себе лишние травмы, болезни? Александр, как потом все изменилось, а? Я не знаю, постепенно. У вас когда-нибудь возникала мысль о суициде? А вы, наверное, говорили уже с моими друзьями, близкими коллегами, и, наверное, вам уже сказали, как я однозначно тогда относился. Я правда, я ненавидел. Но знаете, здоровое зерно, сильное зерно, даже падая на засохшую почву, даже падая на камень, оно способно найти там трещинку и в нем прорасти. Значит, во мне была та плодородная почва, о которой я даже не подозревал. Путь к истине может быть тернистым. Но если ты обретаешь ее, ты понимаешь смысл всего этого. Да вы не представляете, что это за чувство. Ну что же ты за чувство-то, а? Это невероятная легкость и непомерная тяжесть. Расскажите о ваших отношениях с матерью. Вот эта легкость от того, что тебе вдруг стало все ясным, понятным, и ты понимаешь ход событий, а тяжесть от того, что ты чувствуешь надвигающийся мрак и видишь последствия всего этого. Так я жил последние 3 года. Александр, вы все-таки должны постараться объяснить нам, что с вами случилось. Мы в затруднительном положении, Александр, мы в затруднительном положении. Если на вас как-то повлиял, когда всего переписка, мы должны об этом знать. У вас когда-либо возникали галлюцинации, визуальные, цветовые? Мы просто не можем менять этих центров каждый месяц. У нас людей не хватит. И мы не хотим предположить даже минимальнейшей возможности того, что со следующим человеком, который заступит на этот пост, случится то же самое. Может, необходимо проведение каких-то тестов. Видно, периодически хотя бы. Александр, все-таки давайте честно. Что с вами произошло? Пожалуйста. Я не знаю, честно. Постарайтесь! Я не знаю. Это не письма. Или письма. Или не письма, и письма, или письма, и не письма. Все вместе. В общем, знаете, сама жизнь в случае чудесного исцеления. Вы слышали, чтоб слепые когда-нибудь прозревали, а? Вот он. Я? Вы сами ему писали когда-нибудь? Никогда. Даже очень хотелось, знаете, глупо было рисковать из-за глупого тщеславия. Я даже стал осторожным, как он в свое время. Просто невероятно. Пожалуйста. Пожалуйста, Александр! Объясните, что случилось? Что случилось? Что случилось с вами? Что произошло? Я на вас смотрю и вижу перед собой нормального парня.
Иногда даже забываешь, что вчера в оформленном вами здании погибло 213 человек. 213. О чем вы сейчас думаете? О чем вы думаете? Это тяжело. 213 человек. Но я смотрю на них как на предателей, и не время углубляться в эту тему. 213 человек. Да, наверное, это должно быть тяжело. 213, столько погибших. Однако борьба со злом никогда не бывает легкой. Правда? On my way downstairs, On my way up, headed for a stroll around campus, headed to my office where my lunch awaits in a plastic container. ostensibly to clear my head, but really to sneak a smoke. Decompress after a tricky class session. I lost my temper with a student. And to carefully craft in my head the wording of a email I need to write to a hypersensitive colleague. Christina? Yep. Ouch. On my way downstairs, On my way up, I passed my colleague on the landing. Obligatory hello. hey, Hey, my colleague and I work in the same building. we've served on committees together. 2, maybe 3. We're cordial when we disagree. Cautiously optimistic when we agree. My colleague an is a odd creature, curious my colleague. specimen. A quick glance at our respective offices will tell what different men we are. His office is alphabetized, color-coded, a 3-dimensional PowerPoint presentation. I like knowing where everything is. You're all mountains of papers, books, notes scrawled on napkins, receipts, CDs, half-drunk cups of Starbucks. I remember where everything is when I need it. He's been a guest in mine. I've been a guest in his home. I've He's been a guest in mine. his. We know each other's wives. Our children have had play dates together. We have enough in common Our field mainly. to sustain pleasant conversation. I suppose, objectively speaking, we're more than colleagues. Colleague is so cold, but friend, I wouldn't say we were that. but this day and age, meaning of the word friend is Porous, ill-defined. neutered, weakened. I have 1,200 something friends on Facebook. That many? How many do you have? I don't know off the top of my head. Weird how it's become a verb to friend. We digress. On my way downstairs, On my way up, I passed my colleague on the landing. Hey, my colleague recently became an initiate to a club. hilarious and morbid to think of it as a club. I became an initiate 2.5 years ago. The Dead Parent Club, he calls it. 2 years ago, my mother died. Very suddenly, alone in the guest room of her house on Long Island. Horrible. My colleague's father died during their family's annual summer vacation. Out west, in the shadow of the Grand Tetons. Before my mother went, I didn't know the language of death. I'd say the most inept things facing survivors of loss. I'm so sorry for your loss. I've heard myself say that in the past. Now, on the receiving end, you're right. Ugh. You recognize an initiate to the club, not just for the wounded animal looking through human eyes. You recognize an initiate because they speak a language you can only acquire after you've become intimate with death. On my way upstairs to eat my lunch. On my way down to sneak a smoke. Hey, Hey, we pass. My colleague stops. on the first step above the landing. Something about his body language. Pinched, hunched shoulders. Do I say what I'm thinking? He has something on his mind. When my father died, my colleague reached out, which I didn't expect. He's somewhat aloof, some might say cold. But he surprised me that day with his attentiveness. He said, Welcome to the club. pardon? I heard about your father's death. I didn't refer to it as passing or moving on to a better place. I appreciated the naked truth of his statement,
Death. Relief to hear that word, because that's what it is. Harsh, but true. I won't ask you how you're doing. I know it turns you inside out. It's unbearable. What happened? I talked. He listened. I asked after his mother. He asked after my kids, my daughter, how she was handling it. I told him how I broke the news of my mother to my children. No false reassurances. You're gonna feel like shit for a long time. It never goes away, but it does get better. First year's the worst. Why is that? Birthdays, anniversaries, Christmas, kids' milestones. You'll want to pick up the phone, but you know there'll be no answer. It's the worst. So hang on to your seat, my friend. Honesty, I appreciate it. Best to be honest with new initiates. He said If you ever need to talk, to just spill. He didn't finish the statement. I sensed his offer was genuine, but I had no plans to take him up on it. On my way down to sneak a smoke. On my way up to eat my lunch. Hey, Hey, my colleague stops. on the first step above the landing. Something about his body. Pinched, hunched shoulders. I'm needing to spill, I sense his need, yet hesitation to spill. to retch. To tear the hairs out of his head. There was another memorial over the weekend for my father. Social panic. Were we supposed to attend? We'd gone to the family service, which was beautiful, at which my colleague spoke of his father with heartfelt eloquence. At the law school. Law school, relief. His father was an emeritus professor there. Did you speak again? No, thank God. Just his colleagues, but going through it again. Water in his eyes, he fought to prevent from falling. What did people say? Told stories about his work, things I didn't know, never bothered to ask about. He wrote the definitive text on blood spattering and violent crime scenes. It was something. People told stories about his knowledge, his sense of humor, his devotion to his work, his love for his sons. That's a gift. How so? You knew your father is a son. Son doesn't think about who his father is at work. I'm angry with myself for not sitting with him while he was alive, asking him. We don't do that though, do we? No. That's when I was struck with a horrible dread. Picture in my head, a box with me inside, short line of people, hesitant, lonely microphone waiting for a eulogy. What about your mother? What would you want to know about that you never asked? Maybe there's something to all that business. Humans merging with machines. Maybe one day, all that stuff that vanishes when they go, you could upload it to a box. Maybe. Though there's a lot of stuff up there I wouldn't want my son tooling around in. Yeah. Should head up. Lunch. Yeah, cigarette. I head upstairs Head downstairs. to my office where my lunch awaits in a plastic container. Stroll around campus. Sneak a smoke. Outside, the air is cool. The leaves are turning. Students rush from one place to another. October is such an urgent month. No one said much that was true at my mother's funeral. Why does everything have to be so boring? I wake up in the morning. I eat the same thing every day. I take the bus to work where I see the same people sitting across from me. Then I come home, search the freezer for something to heat up because cooking something from scratch just seems so tedious. Exciting things happen in books, they happen in movies, they even happen on TV, which I'd watch if any show held my interest. Oh, I swear, a bird flew into my window at work just and it was the most exciting thing to happen to me in weeks. Did the bird survive? Oh, I don't know, I didn't check. Pack your bags. What?
Nibiru Cataclysm, on the way. Do we have any canned goods? Don't worry about it. I think we have some turkey chili in the pantry. Evaporated milk! What do you do with evaporated milk? You make pumpkin pie. Not useful! You put it in coffee. It has calcium. I'm sorry, I think I'm missing something. And I'll pack it! Good idea, honey. What is going on? Ancient Sumerian astronauts, Azerbaijani scientists, blah, blah, blah. So you were saying, Jim seems really agitated. Do you want some more coffee? I was gonna make a new pot. I'm gonna make some coffee. You want some? Please. Wait. I love you. I know we don't have much time, but I wanted you to know that. I love you too. Yes. I told you to buy freeze-dried coffee. Freeze-dried coffee sucks. When you're dealing with the end of times in a bunker, who cares if it sucks? We'll pack the French press. When there is no electricity, oh, I can't explain it to her again. Not with the doomsday clock ticking, am I right? Jensen, stay on the line, Becky. So, Jim, what's new? Besides the fact that we're about to be hit with a planet the size of Jupiter, not much. Excuse me, what planet? A planet that's been on its way since the 17th century, BC. Really? Because I haven't heard anything about it. Lisa, there have been a lot of theories that the Earth was going to be hit by another planet. Sure, but those are just stories. But what is happening? Okay, do you remember the Hale-Bopp comet? I remember going outside to see it in science class one night. Wasn't that impressive? Right around that time, this woman, Nancy Leader, she said that another planet was going to hit the Earth in 2003. Okay, she turned out to be a little cuckoo, but that's when I started my own personal investigation. And it turns out there have been a lot of theories before and since, and not all of them are crazy. This scientist, Zacharias Sitchin, he studied Sumerian and Babylonian texts. And he actually proved we interacted with astronauts during the Sumerian times. And they said Planet X is going to hit in the next week. And I mean, if you don't trust ancient astronauts, who are you going to trust? But don't you think somebody would have let us know? Like the president? Or NASA? Yeah, like you should trust the government? I mean, there was a report sitting on George Bush's desk that said Al-Qaeda was going to use an airplane as a bomb in a major American city. Did that stop anyone? Did the president give you a heads up? No. Right. I mean, how many times do you think the government says, well, that's crazy, or we're stronger than they are, no one can hurt us? Oh, they probably have a laser pointed at Planet X right now, thinking it's only the size of Jupiter. We could take it. See, they're playing with our lives. You have a valid point. I mean, they keep telling us that America is the strongest military force there is, and yet we blunder into wars we can't get out of. They give our tax dollars to rebel forces in other countries, and still we get surprised by terrorists on a regular basis. I mean, it's so inconceivable that the government might not be telling us everything. That was a real question. It's conceivable that the government might not tell us everything. Right, and the Earth has been hit before. When? Yeah, ever heard of the moon? Yes, I've heard of the moon. This part is actually interesting. The moon used to be part of the Earth. Is the theory. Well, it has the same geological makeup as the Earth. Without the molten core. So they're pretty sure that another planet sideswiped us. Yeah, another planet the size of Mars. 5 billion years ago or whatever. And the impact sent debris into space, which then formed the moon. I guess I thought the moon just existed and was captured by our orbit. That is in fact another theory. It doesn't explain the isotopic composition. The sideswipe theory is the most recent theory, and the one that most scientists believe right now. I think it's sweet, because when you're growing up, the moon has so many childhood associations, you know. Good night, moon. The man in the moon. One small step for man, One giant leap for mankind. So I like that the moon was a part of us. It makes emotional sense. Okay, it's science. Honey, have you filled the bathtub? And the water bottles?
Oh, this is why I love you. Isn't she great? If I have to spend my last days on earth with anyone, it is this woman. Okay, all right. So shouldn't we be doing something? What do we need to do? I have a few. Oh, I got a few candy bars and a Sprite. Sprite? Okay, that's not that helpful. Oh, I have a Swiss Army knife. I mean, if the world is going to end, we really need Oh, to God, be no, doing the world's something. not going to end. It's not. Well, this is the 8th time the world has been on the verge of an apocalypse since I met Jim. It never happens. We get the bunker set up, sleep there a few days, and then when he realizes the world still exists, we emerge into the sunlight and get back to normal. How do you live like that? Well, at first it was really exciting. You know, living a few days like they were your last ones. Adrenaline pumping, everything tasted better. The sex was amazing. I can see that. Well, the second, third, fourth time, yeah, those were annoying. But look how excited he gets. I'd hate to take that away from him. But don't you think he might need some help? Well, filling the bathtub? No, from a psychiatrist. I think it was the 6th time I started to see it was this amazing way of thinking, a way to appreciate the world in a new way. Look around you right now and think, this is the last conversation we are ever going to have. Think about it. That cup of coffee is your last one. Now take a sip. I love coffee. And this is really good. I know, right? I started paying attention to people and things that I love, giving thanks. I started to appreciate the sweetness of every day. I'm nicer to my parents. I give more to charity. I forgive more. And all because a planet is going to hit the Earth. December 21st, 2012 is, of course, the big one. 12/21/2012. Planet Xers are all about numbers. It makes them feel like it's science. Planet Xers. Well, the planet, the one that's going to crash into us, since it doesn't exist, they call it Planet X. But in December, we were in the bunker for 5 days. And right when you have so much to be getting done, Christmas shopping, planning for the week off from work, such a drag. I almost said, Jim, this is it. I don't have time for this. But in the middle of it, I realized that this is actually what the season is supposed to be about. Caring about someone, meditating on your life and your year, welcoming the future, whatever may come. And when the bunker staycation was done, we came out, and it was nighttime, and it was snowing. And is there anything more beautiful than watching snow fall in the moonlight? And then the next morning, I took all the canned goods we didn't use to the food shelter. And that's another thing that thinking about an impending apocalypse does. You understand on a fundamental level what you have and what others don't. People live in that state of emergency every day. They don't have homes, they don't have food, they don't know what their life will be tomorrow, and it's real. I have a good life. I have stability that other people yearn for. Except for the fact that your husband decides the apocalypse is coming every few months. We all live with small inconveniences. Hey, so the water bottles are filled. It's time to go. Lisa. What? The door to the bunker is under the couch. Are you coming, Lisa? What? Well, there's plenty of room in the bunker. Jim, aren't you scared?
You think the world is going to end. Well, how many times is your life gonna change irrevocably? It's not going to necessarily change for the better. Yeah, but something is gonna happen. Like this world that we live in, it's all an illusion of safety, of permanence. We're all gonna die someday, but why not in a universe-altering explosion? Dying in your sleep is overrated, Lisa. We could be a part of something really great, like a whole new solar system. Our cells, they could become unknown species. There are so many possibilities. Oh, come on, it'll be fun. Come on, we don't have much time. Come on. I'm in. Yeah! Planet X 2013! Okay, now watch your step. Oh, okay. The third one, remember? Yeah. Okay. Yeah, third one. What? All right, here I come. We're coming down. Okay. Привет! Ты мне нужен? Плохо! Ну, ты как? Я нормально. Как? Как Света? Оля. Оля, конечно, Оля. Оля хорошо. Извини. Ничего страшного. Оля, я помню. Ничего страшного, я сам их путаю. А почему плохо? Что? Ты сказал плохо. Когда? Я сказал, ты мне нужен, а ты сказал плохо. Плохо? Ну ты так сказал. Я нервничаю. Я уже понял. Что ты хотел? Что с тобой? Ты хотел поговорить. Да. С тобой все нормально? Что ты делаешь в среду? Эту? Ближайшую. Ну, среда... Я просто подумал, что ты мог бы мне помочь со студентами. Ладно. У меня занятия со студентами. Я сказал, да. С тобой все нормально? Я могу в среду, я приду. Ты нервничаешь? Все не так просто. Мы как-то странно общаемся, или мне кажется? Да.
Я нервничаю из-за того, что не нервничаю. Понимаю. Да, ты должен понять, ты же работаешь с актерами, ты должен понять. Я понимаю, у актеров такое бывает. Да. Я знал, что ты поймешь. Кто, если не я? Да мне даже некому рассказать об этом. Ты рассказал мне. Да. Да. И ты поймешь. Ну, просто для этого нужно время. Я уже понял. Вот видишь, у тебя нет времени. Я тебя выслушал. Что? Ну, я тебя выслушал, нет? Нет. Ну, говори. А у тебя есть для этого время? Долго? Слушай, все, тебе не обязательно меня выслушать. Я как приду в среду. Да дело не в этом. Я готов тебя выслушать. Я готов. Это долго. Можно по телефону. Так, как скажешь, я в порядке. Точно. Да. Точно. Я в порядке. Что ты дал в четверг? Я в среду. Нет, в четверг. Что-нибудь еще в пятницу. Я обещал Свете, что мы куда-нибудь сходим. Оля. Конечно, Оля. Вот видишь, я сам их выключу. Это тебе можно, я не должен. Послушай, а почему ты спросил про пятницу, а? Я сначала спросил про четверг. Нет, про четверг непонятно. Мы с тобой в среду можем выпить после студентов. Ты решил узнать мои планы на четверг. Не собираюсь я садиться за руль, не надо ли мне что-то срочно писать, я так понял твой вопрос. Ну, можем выпить, конечно. То есть ты не планировал? Честно говоря, нет, но мы можем. Тогда я не понимаю, почему ты спросил про четверг и про пятницу. Зачем ты спросил? Главное, что у тебя есть планы на эти дни. Вот это главное. На четверг нет особых, я попробую. Ну хоть какие-то есть? И это главное, а на пятницу у тебя большие планы. На пятницу, да. Все, меня больше ничего не беспокоит. Так, значит, тебя что-то беспокоило. У самоубийц не бывает планов на будущее. Ты серьезно? Ну, может, у них там бывают какие-то планы. Просто, понимаешь, такие люди, они не любят говорить о будущем. Вот психологи это знают, поэтому они спрашивают таких людей о будущем. Нет, ты всерьез думал, что я способен? Ну, я бы волновался, если бы не спросил. И ты спросил? Да, и теперь мне спокойно. Я рад. Просто пойми меня. Я понимаю, это странный вопрос. Нет, это ничего странного, это вполне нормальный вопрос, что я делаю в пятницу. Просто странно, что ты его задал. Так получилось. Так, все, мы можем закончить разговор, встретиться в среду. Вот, да, в среду. Мне нужно, чтобы ты поговорил со студентами. Я не знаю, насколько это им будет интересно. Вот мы посмотрим. Ну, хорошо, если ты так считаешь, то... Что ты, черт! Ну что с тобой? Я тебе уже говорил. Я больше не параноик. Так. Это все. И что? Выживают только параноики. Ну, это такое выражение, знаешь, так говорят. Выживают только параноики. А ты больше не параноик. Да. Я тебе это уже говорил, только другими словами. Помнишь, я больше не нервничаю. То есть я нервничаю, потому что перестал нервничать. Помнишь, я тебе говорил? Да, я помню. Ну вот, все, я сказал. С тобой все хорошо. В каком смысле? Как с Олей? С ней хорошо. А со Светой? С ней тоже на Вот что с тобой? Нет, ты меня не слышишь. Я как за спиной разговариваю. Ну, ты меня не слышишь. Я понял, давай выпьем. Нет,
нет. Ну как нет? Да нет, ну мы можем выпить, но это ничего не изменит. Так, послушай, надо говорить. Ты должен открываться. Да ты же отталкиваешь людей, тебя нет в Фейсбуке. Ну хорошо, ну я скажу. Тебя даже не было на похоронах Николая. Так я был. Нет, тебя не видел никто. Я был. Слушай, так нельзя. Можно мне сказать? Это вообще неправильно относиться. Ворски! Что такое? Ворски! Это воображаемое племя викингов. Оно мне приснилось. Ждешь эффекта? Нет. Это так не работает. Одно слово не может поменять все, если честно. Это просто сон. Ты же не будешь пересказывать мне свой сон? Нет. Ну, сны это скучно. Я знаю. Ну, я имею в виду чужие сны. Чужие сны это скучно. Когда сам видишь сон, это не скучно. Да, я видел сон. Ты мой голос послушай, и я тебя выслушаю, даже если ты мне расскажешь свой сон. Нет, я не буду. Кто сейчас сны пересказывает? Просто это было не такое кровожадное племя, как другие. Спасибо. Так. Как другие викинги или как другие племена? Как другие викинги. Почему ты мне это рассказываешь? Ну, ты спросил, нет? Нет, меня интересуешь ты, а не Ворски. А с тобой что-то произошло? Да, я успокоился. Это как-то связано с викингами? Не со всеми. Только с ворсками. Ворски. Они воображаемые? Да. Это воображаемое племя, к ним можно попадать в плен 2 раза. Смотри! У меня новые туфли. Я тебе объясню. Это я тебе объясняю. У меня новые туфли. Это факт. Хорошие туфли. Мы о них можем поговорить. Это же факт. Я хочу, чтобы наш разговор был о фактах. Хорошие туфли. Спасибо. Ты понял, почему я заговорил о туфлях? Да. Они новые. Спасибо. Да я понял. Ты имеешь в виду что-то конкретное? Да. Я хочу, чтобы наш с тобой разговор был о фактах, о твоих фактах. А у меня нет фактов. Ну, у тебя есть Оля. И не то, чтобы я сравнивал туфли и Олю. Просто это что-то материальное. Она на тебя влияет. Оля на меня влияет. Ну, просто когда ты заговорил о викингах, я как-то испугался. Оля на меня влияет. Но викинги тоже. Все? Или только ворские? Теперь уже только ворские. Раньше викинги для меня много значили, но сейчас это не так. Да! Ты опять вернулся к этой теме! Ворские! Это ментальный факт. Устойчивый ментальный факт. Так, ты много летал в этом году? Меньше, чем в прошлом. Знаешь, бывают такие специфические изменения. Можно сказать, серьезно. Вот. Это стоит прижать 1-2 сосуда. Я в самолете пью и делаю гимнастику для ног. И просто сейчас стало труднее пить в самолете, но я все равно это делаю. О чем ты говоришь, о воде? Да, я тоже пью. Но все равно, аккуратнее с перелетом. Бывает так, что ничего не поможет. Да я понимаю это всегда. Все равно будь аккуратнее с этим. Да с чем? С чем? С ментальными фактами. Тебе легко говорить.
Ну, заведи себе что-нибудь. Я думал об этом. Слушай, а может фонарик, а? А что? Фонарик? Да, это недорого. И батарейки хватает надолго, светодиоды. Да, светодиоды, это да, это революция. Мы сами не осознаем. Для кого-то революция это iPhone, Айфон революция. но на каком-то этапе фонарик это важнее. Ты так сформулировал, что это нельзя опровергнуть. Ты осуждаешь, вот я не понял по интонации. Нет, на каком-то этапе все важнее, чем все остальное. Что-то важнее, чем все остальное. Вот в этом была моя мысль. Но все. Это тоже что-то. Все. Я больше не знаю, как тебе помочь. Все. Спасибо, что постарался. Дело не во мне. Да я знаю, ты не ради себя, да? Жалко студентов, я обещал им параноик. Да, я больше не параноик. Что скажу студентам? Я помню, как это было. Это не то. Ты мне нужен сейчас. Сейчас. Я в чем-то даже стал лучше. Я сам себя не так смешу. Своим студентам я стараюсь давать лучше. То есть все отменяется? Это зависит от тебя. Я уже настроился. Ну так давай. Дай мне что-нибудь. Кинь мне косточку. Угу. Давай. Ну. Я против углеводородов. Это сейчас развито. Это не паранойя, это нормально. Нет, я против углеводов, ну, в гигиеническом смысле. Ага. Я за то, чтобы покончить с этим быстрее. Я, когда вхожу в квартиру, зажигаю газ, чтобы он сгорал, чтобы его не было, чтобы все сгорало быстрее. Все, что загрязняет наши запасы, все, что из нефти. Я раньше поджигал урны, но сейчас это не принято. И вот так хорошо начал. Да. Если бы я увидел на земле лужу из нефти, то, возможно, да даже наверняка. Просто это редко в большом городе. Так, стоп! При всем уважении, это пиромания. Нет! Ты что? Не смей так говорить. Мне так многие говорят очень часто. Ну, так, послушай, ты видишь, что я волнуюсь? Мне очень важно, чтобы ты меня понял. Если грязь человека не горит, я же не буду ее поджигать. Наша грязь не горит. Вот, в этом все и дело. Я поджигаю только то, что горит, а не все подряд. Да, одежда может гореть, но нет. Да, даже кожу нельзя поджечь спичкой. Я даже не буду... Ну, к чему ты клонишь? Я не пироман, я хочу, чтобы на земле не было нефти. Уголь, Да, все, что горит, сжечь. Но это не паранойя. Извини, но это не паранойя. Я знаю. Ну, это могло бы быть паранойей, но это не паранойя. Я знаю. Да, ну, в смысле, да, я сам за высокие стандарты. Если я обещал студентам что-то больное, то должен привести им что-то по-настоящему больное. Студенты — это мой шанс. Они могут дать мне новый взгляд, перспективу. Но они могут удивить меня. Что ты им можешь дать? Я полон ментальных фактов. Я часто воображаю себя боксером, который решит создать бой ради денег. Потом откажется проигрывать, откажется от денег и все равно проиграет. Это часто. Слушай, у меня в голове образы, постоянно бетоны, металлоконструкции, неразрушимые бомбоубежища. Разбуди, когда закончишь. Ты отрицаешь все мои достижения? Карты снов? Раны монстров? Верность девушкам-поэтам как базовый принцип? Ну, в конце концов, солипсизм, ну! Ты ранил монстра? Ранил. Только сейчас я имел в виду те раны, которые монстры нанесли мне. Ну, помнишь, я тебе покажу шрам? Тогда нужно было сказать раны, нанесенные мне монстрами. А я сознательно облегчил грамматическую конструкцию. Я думаю, что между друзьями существует струна понимания. Вот когда ты нет, ну так спокойно, мы прекрасно друг друга понимаем. Я не понимаю, это закончилось? Все заканчивается. Как же больно. Быть нормально, это больно. А ты не догадывался? Как-то слишком. Наслаждайся. Ты хотел покоя, ты получил то, что хотел. Послушай, ну ты думаешь, что мне нравится не быть параноиком? Ты думаешь, что... Да меня бесит, что я спокоен, когда подписываю бумаги, когда отправляю
конкретный. Когда вытаскивают пинцетом фасолину из носа очередной дочери. Послушай, бумаги и фасоль — это спокойствие полевого хирурга. Это нормально. Это не говорит о том, что ты там в паранойи. Хотя очевидно, что ты не в паранойи. Ну, просто пример неудачный. Входящий звонок. Номер не определился, и я не перезваниваю. И что с того? Это значит, что я готов пропустить звонок от нее. Евы Грин? Нет, от другой. Прости, ты хорошо выглядишь, но ты труп! А ты сейчас почему вот это сказал? Ты же не собираешься меня убивать? Конечно, нет. Я тебе верю. Успокойся. А я спокоен. Полный крах. Ты о чем? Ну, раньше ты бы волновался. Да ты ж мой друг. Старший товарищ. Вот, видишь? Ты рассуждаешь логически. Да, ты мой друг, и тебе незачем меня убивать, правильно? Правильно. Правильно. Просто... Я опять облажался, да? Да. Ну все. Тогда я не знаю. Я безнадежен. Ну, соберись. Я не могу с незнакомыми женщинами. Это у всех так, обязательно надо познакомиться. Нет, не мало просто. Что ты имеешь в виду? Чтобы перейти с ними на новый уровень, нужно, чтобы я уже был с ними на новом уровне. Ты про отношения? Да я про все. Ты можешь говорить конкретнее? Нет. Это хорошо. Это хороший признак. Честно так считаешь? Честно, честно, я так считаю. Ты считаешь, что я не безнадежен? Ну, конечно. Искренне говорю. Ну, я уже сказал. Ты меня утешаешь. Ты говоришь со мной как со свиньей, которая собирается зарезать. Нет. То есть еще не поздно все исправить? Да. Ты не шутишь? Да, я с этим не Так, шутишь. ты не шути с этим. Да. Ты даже не представляешь, как это для меня важно. Да это так же для меня важно, как водки. О боже, да я не принял эту тему! Не трогай меня! Ты возьмешь меня в суде? Зачем? Нет. Я знал. Возьму. 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 Студент. Возьму. Столько непонимания вокруг. Это вокруг нас. Это как облако. Внутри я все понимаю. Внутри я все могу оправдать. Сейчас другое время. С информацией надо работать по-другому. Студенты заслуживают лучше. Я должен давать им лучшее. Почему все должно быть так скучно? Каждый день я просыпаюсь, ем одну и ту же еду, потом я еду в автобусе на работу, где напротив меня сидят все те же лица. Потом я возвращаюсь домой. Я ищу в морозилке, чтобы разогреть, потому что готовить по-настоящему мне кажется слишком нудным. Нечто захватывающее происходит в книжках, в кино, даже по телеку. Я бы его смотрела, если бы там была хоть одна интересная программа. Знаешь, несколько недель назад птица врезалась в мое окно на работе. Это было самое интересное, что случилось со мной за много недель. Птица выжила? Я не знаю. Я не проверяла. Ой, Джим. Он пальто. Быстро собирайся! Чего? Нибиру вот-вот врежется. Он
нас консервы есть? Не волнуйся. У нас есть чили из индейки. Сгущенное молоко? Зачем оно вообще? Для тыквенного пирога. Бесполезная штука. Его в кофе можно класть. В нем есть кальций. Прости, я что-то пропустила. Хорошо, я его упакую. Отличная идея, дорогуся. Что происходит? Я кофе сварю, будешь? Послушай, но мне кажется, что Джим очень взволнован. Древние шумерские астронавты, азербайджанские ученые и тыры-пыры. О чем мы там говорили? Прости, но мне кажется, что Джим очень взволнован. А ты кофе будешь? Я собиралась сварить. Джим ходит с большим набитым вещмешком. Я собиралась сварить кофе. Ты будешь? А ты знаешь, я не откажусь. Я очень тебя люблю. Я в курсе, что у нас мало времени, но я хочу, чтобы ты знала это. Я тоже тебя люблю. Джин уходит. А Джим начинает перебирать вещи в вещмешке. Я же просил купить растворимый кофе. Растворимый кофе – это мерзость. Когда сидишь в бункере и ждешь конца света, какая разница, мерзкий кофе ты пьешь или нет? А? Мы возьмем с собой френч-пресс. Френч-пресс, когда нет электричества. О, я не могу объяснять ей каждый раз одно и то же. Кто будет тратить на это столько времени, когда вот-вот наступит конец света? Лиса чувствует себя неуютно. Уж не осталась ли она наедине с сумасшедшим? Ну что, Джим? Что у тебя новенького? Ну, помимо того, что у нас должна врезаться планета размером с Юпитер, вроде больше ничего. Что, прости, какая планета? Планета, которая движется к нам еще с 17 века до нашей эры. Да, правда. Я про это ничего не слышала. А ты слышала про комету Хейла-Боппа? Да, конечно, я помню. Мы всем классом ходили на нее смотреть, и знаешь, было не очень впечатляюще. Так вот, в это время одна женщина по имени Нэнси Лейдер сказала, что в 2003 году в нашу планету врежется другая. Ну, неважно, она была немножко... этого не произошло. Но именно в это время я начал свое личное исследование. И оказывается, существует достаточно много теорий об этом. И не все они, сумасшедшие. Есть такой ученый, как Захария Ситчин. Он изучал вавилонские и шумерские тексты и доказал, что во времена шумеров мы и вправду разговаривали с астронавтами. И астронавты предсказали, что планета Икс должна врезаться в нашу Землю как раз на следующей неделе. А если не верить древним астронавтам, то кому же еще верить? Слушай, а ты не думаешь, что нас бы предупредили? Ну, типа президент? Или НАСА? НАСА? На столе у Джорджа Буша лежит кипа бумаг и документов о том, что Аль-Каида собирается использовать свои самолеты в качестве бомб в одном крупном американском городе. Это кого-нибудь остановило? Тебе президент позвонил? Нет. Нет. Сколько раз мы слышали, это сумасшествие, или мы с этим справимся. У них поди направлены лазеры на планету Икс. Они думают, она всего лишь размером с Юпитер. Мы с этим справимся. Они играют нашими жизнями. Ну, пожалуй, ты прав. Америка считается самой сильной военной державой. Однако каждый раз мы ввязываемся в войны, из которых не можем выпутаться. Мы до сих пор отдаем свои налоги повстанцам, но террористы продолжают нас удивлять. Нам не все говорят. Неужели так сложно это понять? Вот в чем вопрос. Ну,
Ну, это же вполне вероятно, что государство рассказывает нам не все. Да. И, между прочим, у нас уже обрезались. Когда? Ты слышала о Луне? Ну да, я что-то слышала о Луне. Джин входит в кофе. О Луне? А это как раз интересная часть. Да. Луна была частью Земли. По теории. Да. У нее такой же геологический состав, как и у Земли. Да, только без расплавленного ядра. Так что они практически уверены, что какая-то другая планета нас задела. Какая-то другая планета размером с Марс. 5 миллиардов лет назад или когда там осколки от столкновения выбросило в космос, и они сформировали Луну. Подождите. Но я всегда думала, что Луна, она существовала отдельно от нас, а ее просто притянуло. Это как раз другая теория. Но эта теория не объясняет изотопный состав. Теория о том, что нас задела какая-то другая планета, самая новая. В нее верит большинство ученых. Мне она нравится, потому что она самая милая. Ну, знаете, когда взрослеешь, ты говоришь «Спокойной ночи, Луна». Человек на Луне. Да, один маленький шаг для человека. И большой скачок для всего человечества. Так что мне нравится, что Луна была частью нас в какой-то момент. Эмоционально мне это подходит. Это наука. Дорогой, а ты налил воду в бутылки и в ванну? Ну разве она не прелесть? Ну, слушай, вот поэтому я тебя и люблю. Нет, вот если мне суждено прожить последние дни на этой планете, то вот только с этой женщиной. Джин крепко-крепко целует Джин. И обнимает. И уходит. И уходит. Слушай, ну, может, тогда надо как-то ему помочь? Я не знаю. Ну, что мне сделать? Ну, у меня тут, знаешь, у меня тут есть пару конфет, есть бутылка спрайта. Правда, это вряд ли поможет. Знаешь, у меня еще есть этот перочинный ножик. Ну, раз миру приходит конец. Нет, миру не приходит конец. Что? Ну, не приходит? Со времен нашего знакомства с Джимом это уже 8-й раз, как мир оказывается на грани апокалипсиса. Мы обустраиваем бункер, сидим там несколько дней, потом Джим обнаруживает, что мир все еще существует, мы выходим на свет, и все возвращается к норме. Господи. Боже мой, как ты так живешь? Сначала было здорово. Мы жили несколько дней так, как будто они были последними. Адреналин бурлил, все казалось ярче, секс был потрясающий. Ну, это я могу понять. Ну, потом 2-й, 3-й, 4-й, да, начал раздражать. Посмотри, как он взволнован. Я не могу у него это отнять. Послушай, а ты не думаешь, что ему нужна помощь? В чем? Наполнение ванны? Нет. Ну как? Ну, помощь психиатра? На 6-й раз я поняла, что это замечательный взгляд на жизнь. Позволяет оценить мир по-новому. Ну, вот представь, что это наш с тобой последний разговор на этом свете. Представь. Садись. Вот что это твоя последняя чашка кофе. Теперь делай глоток. Миса делает глоток. Ну, я люблю кофе, но это действительно хороший. Ну скажи, ну я стала лучше относиться к вещам, людям, которые люблю. Ну я стала быть благодарной за них. Я лучше отношусь к моим родителям. Я больше жертвую на благотворительность, я больше прощаю. Это все из-за того, что какая-то планета должна врезаться в Землю? 21 декабря 2012 года. Это был, конечно, большой проект. 2012. Планетыксеры увлекаются цифрами, тогда им кажется, что занимаются наукой. Планетыксеры? Ну, это в честь планеты, которая должна в нас врезаться. Поскольку ее не существует, она называется планета Икс. Ну, вот мы в декабре прожили в этом бункере 5 дней. Это как раз то самое время,
когда надо столько всего сделать. Рождественские покупки, планы на выходную неделю, столько всего. Я бы не сказала, Джим, все, у меня нет на это времени. А потом Джим вдруг понимает, что Рождество же надо заниматься как раз этим, заботиться о ком-то и строить планы на будущую жизнь. И строить планы на будущее, каким бы оно ни было. И когда мы вышли из бункера, была ночь, шел снег. А разве есть что-нибудь более прекрасное, чем снег, падающий в лунном свете? И на следующий день мы объяснили все эти консервы, которые у нас были в приют для бедных. И это еще одна вещь, о которой задумываешься, когда живешь в ожидании апокалипсиса. Ты на каком-то фундаментальном уровне осознаешь, что у тебя есть то, чего нет у других. Многие люди живут в чрезвычайных условиях. У них нет ни дома, нет еды, они не знают, что ждет их завтра. А у меня хорошая жизнь, есть стабильность, о которой мечтают многие. Да, за исключением того, что твой муж несколько раз в месяц собирается в бункер. Ну, нам всем приходится мириться с мелкими неудобствами. Ходит Джим. Так, бутылки с водой набраны. Нам пора. Все. Лиса, Джим вопросительно смотрит на Лису. Что? Дверь в бункер под диваном. Лиса встает, а Джим и Джин отодвигают диван. Свет снизу освещает Джима и Джин. Ты идешь, Лиса? Что? давай, места в бункере достаточно. Джим, а ты не боишься? Слушай, ну это же все-таки конец света. Часто ли твоя жизнь может измениться без поворота, скажи мне? Но не обязательно же к лучшему. Вся наша жизнь это иллюзия стабильности. Это иллюзия защищенности. Мы все когда-нибудь умрем. Так почему бы не от взрыва меняющего Вселенную? Умереть во сне не так здорово, как нам кажется, Лиса. Мы можем стать частью чего-то нового. Новой солнечной системы. Наши клетки могут дать начало новым видам. Так много возможностей, Лиса. Пойдем, будет весело. Так, у нас не так много времени. Лиса задумывается и улыбается. Я иду. Планета X. Год 2013. Гаснет свет. Раздается звук мощного взрыва. Oh, hi. I was looking for you. Not very well. How are you? Fine. How's Sveta? Olya. Oh, I'm so sorry. Olya, of course. Olya's I'm good. so sorry. It's fine. Olya, I remember now. I mixed them up myself. And why not very well? What? You said not very well. When? I said I've been looking for you, and you said not very well. Not very well. That's what you said. I'm nervous. I got it. What was it you wanted? What's the matter with you? You wanted to talk. Yes? Are you okay? What are you doing on Wednesday? This Wednesday? This upcoming. Wednesday. Yes. I thought you could help me with my students. Okay. I teach a class with students. I said yes. Is everything okay? Wednesday is fine for me. I'll be there. You're nervous. Everything isn't so simple. Are we communicating strangely, or is it just me? Yes. So what's going on? I'm nervous that
I'm not nervous. I understand. You work with actors, you'd It's understand. understandable. I get it. It happens with I actors. knew you'd understand. Who if not me? I have no one I can talk to about this. You told me. Well, you'll understand. You just need time. I already understood. You see? You don't have time. I listened to you. What? I listened to you, right? No. Speak. Do you have time for this? Will it take long? Well, you don't have to hear me out. I'll still come No, Wednesday. that's not the point. I can listen to It's long. Yeah, maybe over the phone? Whatever you want, I'm fine. Really? Yes. What are you doing on Thursday? On Wednesday, I'm visiting your students. No, on Thursday. Something else? And on Friday? I promised Svetya we would go somewhere. Olya. Oh, Olya. You can mix them up. I'm the one that can't mix them up. Well, why did you ask about Friday? First, I asked about Thursday. Well, about Thursday, I understand. On Wednesday after your class, we might get a drink. Do I have urgent work to do? Do I plan on getting behind the wheel? That's how I understood your question. We might get a drink, yes. Oh, you weren't planning on it? Well, honestly, no, but we can. Then I don't understand. Why did you ask about Thursday? Well, the And important Friday, I thing don't is have that to you have class. plans on those days. That is the important thing. Nothing particular for Thursday? I'll try to work a little. Well, at least you have some plans. That's the important thing. And on Friday, you have big plans. On Friday, yes. That's all. Nothing else is bothering me. That means that something was bothering you. Suicides don't have plans for the future. Are you serious? Well, maybe they have plans, but they usually avoid talking about the future. The psychologists know this well. That's why they always talk about the future. Did you really think that I was capable? I would have been worried if I didn't ask. Well, you did ask. Yes, and now I feel better. I'm glad. You have to understand. I understand. It was a strange question. Nothing strange at all. It's a normal question. What are you doing on Friday? It's just strange that you asked. That's what happened. We can stop talking about it. I'll still come on Wednesday. Yes. On Wednesday, I want you to help me with my students. I don't know how interesting it'll be for them. Yes, we'll see. Nah, if you think so. Damn, what is with you? I already told you I'm not paranoid anymore. Yes. That's all. You are not paranoid, so? Only the paranoid survive. There's an expression. Only the paranoid survive. And you are no longer Well, yes, paranoid? I've already told you in so many words that I'm not nervous. That is, I'm nervous that I'm no longer nervous. Yes, I remember, yes. Well, that's it, I've said it. Is everything all right? In what sense? Is everything okay with Olga? With her, and yes. with Sveta? Well, as far as I know, Okay, yes. so what's with you? You aren't listening to Yeah, me. it's like I'm talking to a And you wall. aren't hearing me. Do you want to get a drink? No. No. Well, we could get a drink. It wouldn't change anything. Oh, you have to talk. See, you have to open up. You have to communicate. You aren't on Facebook. I'm talking to you. You weren't at Nikolai's funeral. I was. No one saw you. I was there. No, you can't do that. Can I say not something? the right attitude. Vorsky. What's Vorsky? An imaginary tribe of Vikings. I dreamt it. Are you waiting for a reaction? No. It doesn't work that way. One word can't change anything. Not really. I mean, well, if we're honest. It's just a dream. You won't tell me your dream? No. Dreams are really boring. I know. I mean, other people's dreams. When it's your own dream, it's not boring. Well, I dreamt about the Vorsky. You are my friend. I will listen to your dreams if you tell me. I won't. Who talks about dreams nowadays? It was just a tribe that wasn't as bloodthirsty as the others. Like other Vikings or like other tribes? Like in other general? Vikings. Then why are you telling me this? Well, you asked, right? I want to know about you, not the Vorsky. Something happened. Well, to you. I calmed down. Okay, is this connected with the Vikings? Well, not with all of them, only with the Vorsky. Yes, the Vorsky. Ah. They're imaginary, right? Yes, it's an imaginary tribe. Oh, you can only get captured by them twice. Look, I have new shoes. Well, I'm explaining it to you. No, I'm explaining it to you. I have new shoes. They're a fact. You can talk about them. They're a fact. I want our conversation to be about facts and not Vikings. Nice shoes.
Thanks. Do you understand why I started talking about shoes? They're new. Yes, thanks. No, I understood. You wanted something concrete. Yes, I want us to talk about Well, the I don't facts. have facts. Well, you have Olya. Now, I'm not comparing Olya to shoes. I'm just saying that you have something real, something that affects you. Well, Olya affects me. Just when you started talking about Vikings, I got a little scared. Well, Olya affects me, but so do the Vikings. All of them, or only the Vorsky? Well, now only the Vorsky. It used to be all of them, but now it's not like... You came back to this topic yourself. The Vorsky are a fact in my mind, a stubborn mental fact. Have you flown a lot this year? Less than in the past? There are specific changes that can happen to the brain when you fly. It is enough to burst a blood vessel or something. Well, when I'm on a plane, I drink and do leg exercises. Now it's become harder to drink than in the past, but I still do, especially when the flight's long. What are you talking about? About water? Well, water, I drink that too. Still, flights are dangerous. Be more careful with that. With what? With mental facts. Well, easy for you to say. You have students. Just find something that helps. Oh, I thought about that. Maybe a flashlight. A flashlight. Well, they're not that expensive and the batteries last a long time. Oh, LEDs. Yes, LEDs. They're the revolution. Oh, we can't seem to grasp it ourselves. Yes, for some people, the revolution is an iPhone. An iPhone revolution. Sometimes a flashlight is more important. Well, you formulated that in such a way that you can't refute it. Are you judging me? I can't tell by your intonation. No, I'm happy. In some cases, everything is more important than everything else. Something! Something is more important than everything else. That was my point. Well, something is also everything. I can't help you anymore. Well, thanks for trying to help me. Oh, no, it's not about Well, me. it's not for your own sake. No. I'm sorry for my students. I promised them someone paranoid. Well, I'm no longer paranoid. What will I tell my understand. students? No, it's not that. I need you now. In a way, I'm better for your students. I don't get mixed up. So everything's canceled? Well, that depends on you. I'm already confirmed. Something. Throw me a ball. Well, I'm against hydrocarbon drilling. That fear is widespread. That's not paranoia. That's normal. Well, no, I'm against hydrocarbons for reasons of hygiene, but I'm all for ending things more quickly. When I walk into my apartment, I turn on the gas so that it'll burn up, so that it won't exist, so that everything will burn down more quickly. Everything from oil, everything that pollutes are reserved. Before, I used to set fire to trash cans. Now, I don't do that. You began so well. If I saw a puddle of oil, yes, it's possible, even a certainty, but rare in a big With city. all due respect, that's just pyromania. No. People often say that to me. They say that I'm anxious. You see, it's very important to me that you understand. If someone's dirt isn't burning, I can't set it on fire. Our dirt doesn't burn. Well, that's the whole point. I can only set fire to things that burn. What but not just is anything. your point? That I'm not a pyromaniac. And carbon. Do you remember saying that? How can one live without carbon? Well, everything that burns, burn But it. that is not paranoia. Excuse me, but that is not paranoia. I know, It yes. could be paranoia, but it is not paranoia. I'm all for high standards myself. I promised my students someone mentally ill. I must bring them someone really ill. The students, that's my chance. They could give me a new perspective, a new outlook. They could surprise me. And what could you give them? Well, I'm full of facts in my head. Oftentimes, I imagine myself as a boxer who throws a fight for money and then changes his mind, throws the fight, throws the money, and loses anyway. What time is it? You deny all of my achievements. A map of dreams, wounds of monsters. Fidelity to lady poets as a fundamental principle. Solipsism. You wounded monsters? Well, in this case, I meant that the wounds the monsters inflicted on me. Have I ever shown you my scar? Then you should have said wounds inflicted on me by monsters. Well, I consciously eased up on the grammatical construction. I thought that there was a string of understanding. When you weren't so calm, we understood each other perfectly. That ended? Everything is ending. How painful. Yes, to be normal isn't painful. You have no idea. Somehow too much. Well, you wanted peace. Get used to it. You think that I enjoy not being paranoid? It infuriates me when I go to work, when I sign papers, when I retrieve kidney bones from someone else's daughters with tweezers. Paper and kidney bones are the calm of the field surgeon. That is normal. It says nothing about the fact that you are not paranoid, although you, of course, are not paranoid. These are only unsuccessful examples. Incoming call, unlisted number,
and I don't call back. And so? And so, I accept that I am missing a call from her. From Katie Holmes. No, from someone else. You are a coward! You look good, but you are a coward! Why did you say that? You weren't trying to kill me. No! I believe you. Don't, just calm down! I'm calm. Complete failure. What are you talking Before, about? you would have been scared. You're my friend, my older friend. What reason would you have to kill me? You're thinking logically now. But yes, there's no reason for you to kill me, yes, right? Yes, right? I screwed up again. Yes. I don't know then. I'm hopeless. You get it together. Come on. I can't do it with unknown women. Everyone is like that. You have to get to know them first. Well, I just have very few acquaintances. But what are you trying to say? Well, in order to get on the next level with them, I have to already be on a new level with them. Can you speak more concretely? No. That's a good sign. Do you honestly think that, or have you just had it? No, honestly, I think so. You think I'm not hopeless? No, I don't think so. You're speaking sincerely? Yes, I never joke about this. Are you comforting me? You're speaking to me affectionately like you talk to a pig you're about getting ready to kill. No. It's not too late to fix it. No, yes, we will fix everything. You're not joking. I am not joking. I never joke about this. Don't joke about this. You can't imagine how important it is to me. It's as important as divorce. Oh my God! I did not bring that subject up! Well, you take me to your students. Why? No, I understand. Yes, I'll take you. There's so much misunderstanding. It's everywhere. It's like a cloud, but not inside. Inside, I understand everything I need to justify it. I can justify anything. Now, it's a different time. You just have to work with the different information in a different way. My students deserve better. I must give them better. One day, after years of yearning and doing without, I bought a house in the woods I had always dreamed of. It came with 3 animal spirit guides. First, there was a huge frog we called Maurizio. He was bigger than any frog anyone had ever seen. His arms and legs at full extension were almost 2 feet long. He had a prodigious gift, the ability to leap out of my swimming pool. All day long we would watch Maurizio in the water, swimming his Olympic scale breaststroke, gliding through the water while we chased him around the pool with the net trying to save him. But he could swim faster than we could run. So we ran out of breath and gave up. And then the minute our back was turned, and never ever when we were looking, he leapt out of the water. He was gone. The second spirit guide that came to us was a snake. We named him Jerry. He was 3 feet long, huge for a garter snake. He was brazen about sunbathing on the steps right where you wanted to walk. He had no gifts that we knew of.
And my third animal spirit guide was a skunk. The more white on a skunk, the less valuable its pelts. Hunters don't bother trapping them, so the skunk gene pool up here now has a lot of white in it. My skunk spirit guide is almost completely white. He looks like a skunk ghost. Well, we didn't bother naming him because, well, you don't really want to name a skunk. You don't want him to come when you call. I knew that these were my animal spirit guides who had come to protect and watch over me. Protect and watch over her? I only came because I like to swim in the pool. It was a safe place, safer than the swamp. Guide Schmide. I live under the rock steps that lead up to the house from the pool my entire life. I don't care who lives in the house that the steps lead up to. I don't tread on them if they don't tread on me. Well, I don't know what the hell she's talking about. I only stopped by one night because there were these delicious smelling tins of ant paint. Turned out I couldn't get them open. But once you get a tasty aroma like that in your nostrils, you stay. Oh, and by the way, Maurizio isn't the only one with a gift. I have a gift too. When I get scared, I spray my special attack smell. The entire animal kingdom knows not to mess with me. That's a gift. It is. And when I give my special attack smell, it's a gift that keeps on giving. Oh yeah, it keeps on giving for months. One night I dreamed I was dressed by 3 lovely handmaidens. Who looked suspiciously like my animal spirit guides. They magically dressed me in the most glorious blue dress. She was a devil with a blue dress, blue dress, blue dress, devil with a blue dress. Ow, ow, ow! A devil with a blue dress, blue dress, blue dress, devil with a blue dress. Ow, 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 ow! And when I was dressed, I danced with a king. Tequila! A dashing young prince because I was 59 years old. I also have a broken foot that will never heal. But in the dream, while my foot was still broken and I was wearing the same boot, it did not interfere with the dancing at all. The next morning, in my dream, I sat with a group of the king's advisors and my lovely handmaidens. Everyone, my advisors and handmaidens alike, were cranky. Because I had started complaining about some symptoms from a brain tumor that was growing bigger and bigger inside my head. I have a headache! No, you don't. I do. Enough with the headaches all the time. I had a headache once, but it didn't matter. My body to head ratio was about 75-1. A headache means nothing. I'm not even sure if she has a tumor at all. She said she does. Why would she lie? Ooh. I saw it on the MRI. Ooh. It was like a globe the size of a golf ball that glowed like it was filled with electric milk right in the center of my brain. Well, it was probably benign, the doctor said. But one day it would start to push on my optic nerve, and first I'd stop seeing things to the side, and then I'd stop seeing things altogether. So that's when I decided I should start doing things while I could still see them. Like buying this house in the enchanted forest that I'd always dreamed of. Like getting married. Ooh. I was pretty clear
clear about this, and still, it's amazing how much, even if I complain just a little bit about a headache that a globe of electric milk in my brain is liable to cause, everyone gets cranky. So everybody was cranky. And then I said, hey, I just had one of the greatest nights of my life dancing with that king. It was heaven, it was glorious, it was complete. So just shut up about my tumor. I'm sorry I ever brought it up. Let's just pretend I never said anything, okay? I'm not sure exactly why that argument worked. Dream logic. You can't figure it out. They stopped being cranky, but they started feeling sorry for me. They started to worry and tried to warn me. Maurizio said, "The king is getting married soon to someone else." I acted like I didn't care. Like I had never dreamed, even in a dream, that it could have led to anything more permanent with the king. But I was pretending. Of course I wanted to marry the king. Of course, that was my dream all along. But this isn't a dream. You do know that, don't you? Yes, and I'm a little scared. Do you think you're making a mistake? No, but it's still frightening. You're being brave. You're going for it. Okay, just remember, he isn't a king. He is in your dreams, but he isn't here. Believe me, I know that. Oh, thanks, you guys. I'm so grateful you're my animal spirit guides. I'm not your spirit guide. I am a large frog with an unusual gift. But now I'm dead. A victim of Judy Barrow's Pomeranian. I'm a pile of skin under a pile of leaves. Chasing me around your pool to save me when I did not need saving did not make me a magical part of your life. I'm not your guide either. I'm hibernating now. But before that, I was basking in the sun, eating insects and sleeping. The 100 times you almost stepped on me were not evidence of a spiritual connection to me. They were annoying. You never even named me, and you don't care about me. How am I supposed to guide you? Where? Yeah, we were just living our lives, and you were living yours, and you wanted it to be significant that we were living them side by side. You wanted side by side to mean together. You wanted my prodigious leaping out of the swimming pool gift to mean something about you, and it to be significant. Every time you almost stepped on me, you thought that it meant something, that we had a relationship. We think it might be your brain tumor. Oh. Ordinarily, you wouldn't believe in stuff like this. Ordinarily, you wouldn't believe that you were connected to everything that crossed your path. Ordinarily, you wouldn't believe in your dreams. Oh. Do you think the brain tumor is making me get married? You're not asking us. Do we look like neuroscientists? Maybe you need to marry this guy, and that's what the tumor is for. You know, maybe you normally never would. Love called the tumor to you. And now I know it's a pretty new agey thing for a no-nonsense, self-sufficient, talented frog like me to say. But when you're dead, these things seem more plausible. Am I still dreaming? Nope, you're wide awake. You're dressed. You had dreams and they changed you, and now it's your wedding day. What if this guy I'm marrying is just as imaginary as you are? He's real. He tried to save and grab me from the pool 3 times, remember? I almost lost my leg. He's so real, he has a name, unlike some of us. Kevin! I don't mean real like that. I meant, what if I've imagined how he feels about me like I've imagined how you feel about me? What if the feeling I have that what happens when we're together is significant and connects us in some profound way? What if I've imagined that? Oh. Oh. Oh, that's a scary thought. That's the scariest thing I ever heard. In fact, it's so scary that, oh wait, everyone get back
It's okay. I've calmed down. It's okay. Sheesh. I'm 59 years old. I have 3 animal spirit guides who hold me in contempt. A house in the enchanted forest and a benign tumor in my brain that might be impairing my judgment. We don't hold you in contempt. Oh, good. We don't hold you at all. You can't make a life with amphibians, even other amphibians can't. Do you ever see 2 snakes together? You see one dead snake with tire tracks on the side of the road all the time, but you never see 2, do you know? 2 frogs, same thing. 1 to a lily pad, we're loners. Skunks, they're frightened all the time. Things scare us and whoosh. We're hard to live with too, so we live alone. But you shouldn't. You should mate. Go on. Do it. It's time. It's time. Am I late? No, we mean metaphorically. It's time. Oh, there he is. There he is. Kevin, hello. We're getting married today. As it turns out, I do have a gift, a very special one. All snakes do. If a snake circles a couple 7 times, they're married. What? This is happening so suddenly. There are hundreds of human beings who are married in this fashion every single year without their knowledge or consent. Hey, Mandy, we're getting married today. I know. Even when there is foreknowledge, sometimes the consequences of these unions can be quite catastrophic. Oh, I'm scared. Some snakes do it as a practical joke. Sometimes it's in response to some urge we can't express. Maybe it allows us to connect with human beings on some level that it somehow fulfills. Perhaps human beings are our spirit guides. I wanted to ask you something. Sure, anything. Do you have an animal spirit guide? Oh, no, I don't. My first wife did, though. I have trees. When I'm in the forest and I can see the trees and hear them and feel them in the wind, I don't know, it means something. I feel different and special, bigger and better, that kind of thing. I'm glad that you and the trees will be the last things that I see. That's not for a while yet, sweetheart, maybe never. But either way, in sickness and in health, right? Oh, I've always hated that line. Me too. Oh, let's not say it. Okay. No, some people write their vows. Did we forget to? Oh, I always get scared when I go to a wedding and people start reading their homemade vows. I'm afraid they're going to reveal something that I'd rather not know. I'm afraid that they're going to say something that in 10 minutes or 10 years may turn out to be horribly untrue. Me too! This is a scary thing we're doing. Everyone says we're crazy. Crazier not to do it. Oh, true. Are we married yet? No, don't think so. What will we do after we're married? After we're married, we'll dance. You already said what a good dancer you are. 6. You know, there is one line in the vows I do like. Which one? To have and to hold. Oh, me too. That's the one line I like too. 7. To have and to hold. Now we're married. Oh, I'm sorry. I feel like I've led you on. That's okay. I'm a good dancer in my dreams. Really, it's okay. No, in my dreams I sort of float and sort of glide, and you and I spin around and time stops and moves forward all at the same time. That sounds great. A man would be crazy not to want to dance like that. But I can't. I can only dance that way in my dreams. Okay, then we'll dance there. Я на тебя в суд подам. А, давай. Может быть, еще милицию вызвать? Дебил.
Ты оборзела. Суд разберется, кто оборзел. Я тебе еще раз говорю, включи мне то, что ты выключил. Ноутбук положил на место, ты его не покупал. А, ты его покупал? Ты здесь вообще ничего не покупал. Вор. Что ты сказал, тварь? Что слышал? Говно. Ты меня уже достал со своей работы. Ты ни хера не можешь. Ты даже ВКонтакте включить не можешь. А что это за ноутбук? Что это за система? Я нихуя не понимаю в этой системе. Это Linux, дура. Это лучше, чем Windows. Я просила нормальный ноут, как у всех. Я принес тебе, сука, самый лучший ноут. Ты принес говно какое-то. А тот ноут говно все из-за тебя, потому что ты на него пиво пролил. И все. Все пароли тебе, и все в пизду. У тебя голова с мозгами не дружит. Я с тобой разберусь теперь. Вот тебе твой ноут. Ты что творишь, сука? Отъебись. Ты куда собралась? Отъебись от меня. Мне сегодня надо быть ВКонтакте. Раздается два выстрела подряд. Бэнг! Бэнг! Наступает долгожданная тишина и слышно телевизор. После контакта мотоцикла и машин Мерседес вылетел на встречную полосу, где также столкнулся с машинами Део Nexia и Ford Focus. Мотоцикл также вылетел на встречную полосу, где столкнулся с машинами Opel Corsa и Suzuki SX4. В результате аварии пострадали два человека. Один был госпитализирован с ушибом грудной клетки, второй лишился правой ноги. Конец. Я не помню, но он мне номер телефона оставил, и номер кабинета я запомнила. 205, и зовут его Александр. Не надо мне этого рассказывать. У нас каждый второй Александр. Я что, должен штатное расписание учить? Нет, ну вы что, не можете по телефону, что ли, позвонить? Гражданка, я на службе, я не должен никуда звонить. Мужчина! Вы куда? Подождите там. Вот видите, из-за вас чуть посторонний не прошел. Сами позвоните. Ну я же уже здесь. Вам что, трудно трубку, что ли, снять? Так, тише, гражданка. Отойдите на 2 шага. Как вы говорите, Александр? Из 204-й? Из 205-й. Из 205-й. А, так нет, ушел. Нет, ну вы сразу, что ли, сказать не могли? Женщина, я не должен вам ничего говорить. Мы под самой не могу завалены вашими сумками, телефонами, всей этой мелочью. Вы думаете, вы одна такая? У меня в сумке был ноут. Ну рот не надо разевать на улице. Приходите завтра. Милиционистка уходит. Дежурный звонит по телефону. Алло, Санек? Да, это я. Ну все, отбой, да. Да, как договаривались. Бутылка коньяка. Да. Ну все, бывай. Сцена 4. Почта. В районное отделение Почты России входит пожилой человек. В отделе приемки стоит очередь из 2 человек. Кассирша и операционистка. Приемщица сосредоточенно штампует конверты. Пожилой человек, минуя очередь, подходит к окошку.
Послушайте, Мужчина, здесь очередь. слушайте, я ничего не отправляю, я по другому поводу. Ну и что? Приемщица молчит, как автомат штампует конверты. Послушайте, уведомление... Встаньте в очередь. Какое уведомление? Мужчина, отдел доставки это не ко мне. Мужчина. Я не с вами разговариваю. Вот это мне пришло сегодня... Вот эта карточка мне сегодня пришла по почте. Какая еще карточка? Мужчина, отдел доставки не ко мне. Вам же говорят, что это не сюда. Мужчина. Вы что, русский язык, что ли, не понимаете? Мы тут уже полчаса стоим, то инвалиды всякие подходят, дома им не сидится, то теперь вы со своими карточками. А у меня ноги больные, причем я не инвалид. Чтобы эту инвалидность получить, нужно быть здоровой, как лошадь. А я вообще с работы отпросилась. Я не с вами разговариваю. Ну, послушайте, вот это уведомление мне сегодня пришло по почте, но это другой адрес. Мужчина! Отдел доставки это не ко мне. Он глухой, наверное. Ой. Слушайте, я трачу свое время, чтобы... Вы тратите мое время и время людей. Вам же говорят, отдел доставки другая дверь. Может, он вообще не знает, где Дверь она. со двора. Там замок висит. Ну, конечно, замок, вторник, у них разгрузка, приходите завтра. Приходите завтра, в отдел доставки не отнимайте. Уже нет Мужчина! времени. Ничего не выходит. Симметричную схему придумать. А может, как-то комплементарно? Нет, вы меня понимаете? Я еще нигде во всей вселенной не встречал такой слаженный внепространственно-временной организм. Вы являете собой настоящий смысловой фрактал. Это подлинная синергия и гармония. Да пребудет с вами контакт установлен. И даже больше. Удалось установить подлинную близость. Сцена 5. Квартира. Квартира милиционера и приемщицы, которые по странным совпадениям в этой пьесе являются супругами. Милиционер сидит на диване с ноутбуком, приемщица сидит рядом. Наверное, они будут мужем и женой. В комнате работает телевизор, но его пока не слышно. Что тебе включить? Эти кружек можно у тебя в руки раздавались уже. Что тебе включить? Ты что, глухой? На оба уха, что ли? Родился с легкой дебильностью? Что тебе включить? Ты внятно говори, я не понимаю. Включи мне то, что ты выключил. Грабли свои не распускай тут. Я тебе еще раз повторяю, включи мне то, что ты выключил. Что я выключил? Ну ты что, тупой? Я не понимаю, о чем ты. А, не понимаешь? Ну включить то, не знаю что. Для тупых, повторяю, включи мне ВКонтакте. Обратно, на место, быстро. Включи мне ВКонтакте. А то что будет? Уже все равно ничего. По-любому. Длинная пауза. Так что тебе включить? Включи мне то, что ты испортил. Я тебе ничего не портил. Станции подмосковной железной дороги. Из леса выходит пожилой человек с рюкзаком. Он подходит к окошку.
Стойте, будьте добры, один билет до Москвы. У меня обед. Что, простите? У меня обед, мужчина, вы не видите? А сколько он у вас продлится? Через 10 минут подходите. Ну, у меня поезд через 5 минут. Мужчина! Ну вас же тут много, а я тут одна. Я что, не могу поесть? Я что, не могу в туалет отойти? Я должна жопу рвать за 8000. Ну вы же здесь. Жопа, у вас все в порядке, а у меня последняя электричка. Не хамите, мужчина! Наглухо закрывает окно. К платформе подходит поезд. И aviation. Пожилой человек стоит растерянно какое-то время у окошка кассы. Смотрит на часы. Окошко кассы открывается. А что ж вы паровоз-то свой пропустили? Ну вы же мне не продали билет. Так у контролера можно купить. Уж лет 5 как можно. Ты что, с луны свалился, дядя? Обед кончился. Будем покупать билет? Сцена 2. Сбербанк. В отделение Сбербанка взволнованно входит кассирша из ПП-центра. Подходит к операционистке. Девушка! 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 У меня только что вырвали из рук карту. Обращайтесь в милицию. Я хочу ее заблокировать. Только по месту, где вы ее заводили. Так они же успеют снять деньги. Женщина, вы в каком районе живете? Бирюлева. Вот поезжайте в ваш район и там оставляйте заявление. А вы не могли бы позвонить, чтобы заблокировать? Женщина, мы такие услуги не оказываем, звоните сами. Ну, у меня просто сотовый разрядился, девушка. Разрядился! Все норовят на халяву. Ну, я вас очень прошу. Ну, будьте человеком. Ну ладно, хоть я не обязана. Давайте паспорт, все равно обед через 5 минут. Номер карты. Я не помню. А контрольное слово вы помните? Какое слово? Операционистка возвращает паспорт. Вот народ, только время зря отнимают. Женщина! Без контрольного слова с вами разговаривать не будут. Смотрит на часы. Тем более уже обед. Охраннику. Коля, проводи посетителя. Сцена 3. Милиция. Операционистка из Сбербанка входит в отделение милиции. Обращается к дежурному. Здравствуйте. У меня неделю назад вырвали сумку на улице, и я зашла узнать, как продвигается следствие. А вы к кому, уважаемый? Следователь. А какому? У нас здесь много следователей. Из 205-й. Его, кажется, Александр зовут. А вы заявление оставляли? Оставляла и преступников описывала. Один такой в розовой рубашке, в черном галстуке, в черном Не надо мне этого описывать. Как фамилия следователя? Достает из кармана пластмассовый китайский пистолет, обращается ко всем. Заткнули все ебала! Воцаряется тишина. Вы обе легли молча! Женщины ложатся на пол. А ты, коза штампованная, меня слушаешь! Смотреть в глаза! Вот это уведомление мне сегодня пришло по почте. Держит перед носом, приемщица смотрит. Какой адрес там указан? Ты что читать разучилась? Озерковская набережная, дом 2/2. Я проживаю по адресу Озерковская набережная, дом 22/1. Фамилию читай! Не слышу! Агафоновой. Я похож на Агафонову! Ну! Я не знаю, нет! Почему на всех конвертах жирные пятна? Отвечай! Я не знаю, я не почтальон! Так разберись с этим вопросом, угу! Да! А ты опасалась, сестричка? Убирает пистолет. Спокойно. Я так понимаю, инцидент исчерпан? Исчерпан? Да! Вы хоть знаете, что такое фрактал? Я у вас спрашиваю, ребят.
Фрактал – это то, что стремится к самоподобию и бесконечности. Это кроны деревьев, это кровеносная система, это снежинки, а самое главное – грибница и мицелий. И, конечно, метастазы. В Сибири обнаружили грибницу, которая распространилась под землей на сотни километров. Их возраст превышает несколько тысяч лет. И тем самым эта грибная масса не имеет каких-либо пространственно-временных ограничений. Но вы спросите меня, тогда почему кроны деревьев, кровеносная система, имеющая структуру фрактала, все-таки конечная? Спрашивайте. Я вижу, вы хорошо усваиваете. Потому что они имеют форму. А грибницы и мицелий формы не имеют, поэтому их бесконечность абсолютна. Но можно ли рассуждать о бесконечности внутри конечной формы? Мы только здесь, у вас, в вашем кластере, обнаружили, что уменьшение фракталов происходит до бесконечности. И с какого-то момента в микромире парадокс Зенон, Ахиллес и черепаха действуют как закон природы.